Физкульты, представим, что этот мячик – это мы. При приземлении мышцы выполняют эксцентрическое сокращение для того, чтобы затормозить падение. Эксцентрическое сокращение на мгновение сменяется изометрическим, которое тут же сменяется концентрическим сокращением, когда человек выпрыгивает вверх. Это описание того, как работает плеометрика. Вы это можете найти в интернете, но, честно говоря, ничего не понять. Так что давайте попробуем разобраться. Сейчас мы находимся в Сочи и записываем с Джозеф Спиндлер упражнения, целую серию, большую серию для наших марафонцев, кто тренируется по нашим программам. Hi, Joe. Victor, hello. Yeah. Hello. Good to see you. Yeah, nice to see you too. Это Джозеф Спиндлер. Он тренирует сильнейших триатлетов в мире, сам в прошлом успешный триатлет и является главным тренером команды Saint3 и автором программ подготовки к марафону Simple Run. Can you explain for us four Only four. Best important exercise plyometric for beginner runner? Okay. Безусловные рефлексы – это реакции нашего организма, которые заложены в нас от рождения. Они нам даны природой, в том числе для защиты. Например, мы отдергиваем руку от чего-то горячего, даже если мы не видим, от чего нам горячо. Как это происходит? По всему организму человека расположены рецепторы, которые в случае опасности отправляют сигнал в нашу нервную систему. Оттуда на мышцы приходит ответ, они сокращаются, и мы отдергиваем руку. Наша нервная система работает по принципу стимул – ответная реакция. Когда мы приходим к неврологу, он проверяет наши рефлексы. Как он это делает? Помните? Он стимулирует рецепторы, отвечающие за растяжение мышц. Удар по сухожилию, и оно растягивается на короткое время, тем самым растягивая и мышцу-разгибатель бедра. В ответ на это наш спинной мозг отправляет два сигнала – сократить растягиваемую мышцу и расслабить противоположную ей мышцу, чтобы предотвратить разрыв. В результате нога дергается. The first, for the warm-up, I would do little toe taps for frequency to really get your brain and nerves fired. It's a very nice exercise because you also activate the core. It's important that you fix your hand at the hip to have a really stable hip and to generate all the power from the legs. And then you can do it slow and you can try to do it more quick. So if you're more experienced in the exercise, you go for more cadence. Наша нервная система старается вернуть длину наших мышц не только при удлинении, но и при сокращении. Когда какая-то из наших мышц сильно сокращается под внешним воздействием, тут же включается рефлекс, который защищает сухожилие. Например, если мы прыгнем с высоты, при приземлении напряженные мышцы в наших ногах не становятся короче, а удлиняются под нагрузкой. Так они не натягивают сухожилия и смягчают удар на суставы. Это называется эксцентрическим сокращением, то есть сокращение от центра на удлинение. Противоположность этому сокращению есть сокращение концентрическое, то есть которое направлено в центр и сокращает длину мышцы. А также есть еще изометрическое сокращение, напряжение мышцы в статике, при котором длина его не меняется. The second one is for the calf muscles. I would do little ankle jumps. You can go for height or for frequency, but keep your knees locked. Okay, let's do the ankle jumps. It's very good exercise for the most important muscle group here for running. You just bounce up and down, hands fixed at the hip, and it's very important that the knee is basically straight. So the knee is not bending. You just bounce with your calves from the ankles. And then you also can go for height, or you can just go for frequency. You know, do it very quick, little jumps, or you do bigger ones. And you feel it burning here. Как мы можем использовать рефлексы себе на пользу? Возьмем рефлекс растяжения. Попробуйте бросить камень без замахивания. А теперь резко замахнитесь и бросьте камень.
Мышцы плеча резко растягиваются, и рефлекс растяжения помогает сократить их с большей силой, чем мы могли бы сделать сознательно. А теперь попробуйте прыгать на месте в двух режимах. Первый вариант. Прыгайте как на скакалке. Как только коснулись земли, сразу отталкивайтесь. Второй вариант. После приземления подождите пару секунд и снова прыгайте. Это можно выполнить практически везде. Так что попробуйте. Прямо сейчас. Я подожду. Ну ладно, вы же можете и на паузу поставить, поэтому продолжаем. Заметили разницу? В первом случае прыжки давались намного легче, и так можно было бы прыгать намного дольше, чем во втором варианте с паузой. Разница в том, что благодаря рефлексам организма приземление дает нам дополнительную энергию, и мы можем этим либо воспользоваться, либо не воспользоваться. Then for real jumping, I would do the squat jump. It's a basic exercise, you can do it everywhere. So what you do, you go down in a squat position and you have your hands fixed. So that's a very important thing when we do the plyometrics in our version, because of course you can go higher if you include your arms, but that's not our goal. We want that all the power comes from your legs, not from your arms, okay? So you go down and then you just jump up as high as you can. Very simple, go down, jump up as high as you can and you land again. Okay? Jump up, go down, little break, jump again. And then you just go up. So you don't go to this position, you don't go for extra range of motion, you just in this position, look ahead, jump up high as you can and land again. That's it. You do 4 or 5 of those, then little break of 30 seconds until you are recovered again and can breathe normally, and then you do it again. Okay, that's the most basic exercise. Go down, start from this position, look straight ahead, and you go for as high as you can. Really quick power as high as you can. У прыжка на месте есть все 3 стадии сокращения мышц: эксцентрическая, концентрическая и изометрическая. При приземлении мышцы удлиняются, затем буквально на доли секунды они находятся в статической нагрузке, и затем мы отталкиваемся, используя сокращение длины мышц. И главный нюанс состоит в том, что эксцентрическое напряжение позволяет мышцам поглощать энергию от удара, которую мы затем можем использовать в концентрическом сокращении. Но чем дольше остаемся в изометрическом сокращении, когда мышца напряжена в статике, тем больше мы теряем энергии, она просто рассеивается. Именно поэтому прыгать сразу после приземления настолько легче, чем после паузы. А в беге так важен высокий каденс. Ведь чем меньше времени мы проводим на земле, тем больше энергии мы получаем от удара об нее. Но вернемся к мячику и плеометрике. При приземлении мышцы выполняют эксцентрическое сокращение для того, чтобы затормозить падение. Эксцентрическое сокращение на мгновение сменяется изометрическим, которое тут же сменяется концентрическим сокращением, когда человек выпрыгивает вверх. Теперь мы понимаем, что значит описание одного из упражнений плеометрики из начала видео. Принцип такой же, как в беге. Возврат энергии от удара. The fourth exercise, I would do box jumps. So you find an obstacle and jump up. That's also a very good exercise, also strength exercise. Looks easier than it is. So you just stand in front of an obstacle, little bank or little rock, and then you jump up, both feet off the ground together. Again, hands fixed. You want to generate all the power from your legs, and you go down, jump up. Okay, so go down quickly, jump up, stand up there. Okay, and it's important we don't jump down, we kind of walk down, because we want to save your knees, okay? So this is a very nice exercise to include in your long run. So every, 10-15 minutes, you stop, you do like 4 jumps, and then you continue running. Breaks up the monotony, it's a little bit of fun. You just stop at some point where you find a little rock or a little obstacle where you can step on, and then if you do like 30-40 jumps in one session, that's more than enough to have a good training effect. Yeah, so 4 times 5 or 6 times 5 is plenty. You don't need to do more than that.
Термин плеометрика ввел в 1980-х годах Фред Вилд, агент ФБР и член сборной США по бегу на длинные дистанции. Но сама методика не американская, а наша, родная. Результаты, которые не могли побить десятки лет. Фред Вилд подсмотрел ее у советских атлетов на международных соревнованиях. Пока все другие спортсмены уделяли время растяжке, советские спортсмены делали интенсивные прыжки, а затем побеждали в гонке. Это называлось ударный метод. Он был разработан Юрием Верхошанским для тренировок сборной Советского Союза. Наблюдая за легкоатлетами, он заметил, что для прыжков и бега прилагается очень большое усилие по отношению к земле за короткий отрезок времени. И он решил обучать атлетов использовать силу, возвращающуюся от удара. Так появилось главное упражнение ударного метода – прыжок в глубину. Что это даст нам для бега? Развивая скорость работы рефлексов, необходимых для поглощения и возврата энергии при каждом шаге, мы уменьшаем затраты энергии во время бега. А чем меньше мы тратим энергии, тем экономичнее наш бег. А соответственно, мы можем бежать быстрее и дольше. В плеометрических упражнениях мы тренируемся работать с разной силой удара и в разных позициях, что помогает укреплять мышцы и суставы для бега, минимизируя риск травм при беге. К тому же в таких упражнениях мы тренируем еще и быстрые мышечные волокна, которые подключаются при длительном интенсивном беге. Например, когда мы бежим марафон. И плеометрика поможет такой бег сделать эффективнее. Yes, you know, it's basic exercises and every runner would benefit from those exercises, but it's exercises for beginner athletes because we do not want to get you injured. And once you get used to the exercises and you progress, you can do harder and more intense exercises for the more experienced runners. I would do those exercises once per week, one session per week. That is enough. I think it's important that you do it every week. Okay, thank you. Okay. Друзья, я давно занимаюсь бегом и часто заказываю себе экипировку для этого. Как правило, шапку покупаю в одном месте, куртку во втором, штаны в третьем, а кроссовки в четвертом. И часто это бывает долго и неудобно. Мы в Simple Run решили разобраться, как сделать это удобнее. Для этого нам понадобится ваша помощь. Внизу под видео есть анкета, заполните ее. Этим вы поможете нам, а возможно станете участником чего-то нового и очень интересного. Друзья, как вы поняли, мы в Олимпийском парке. И как тут не побегать? Ну что, бежим дальше?